Всем привет, ребят! Вы на моем канале. На обзор на сегодня игра с дерзкой новинкой Epic Launch. И на волне хайпа, поднятого PUBG и Fortnite, ворваться в новый жанр норовит каждый. От крупных издателей до никому неизвестных студий. Epic Games и PUBG придется крепко задуматься над тем, как бороться с новичком. Стратегия нового короля Epic Launch. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. О том, что EA собирается выпустить спин-офф Titanfall в столь необычном виде, не было известно до самого последнего момента. После покупки электрониками студии Respawn Entertainment ходили слухи о третьей части, но не более того. То, что вместе отдельной самостоятельной игры по этой вселенной нам предложит F2 шут, да еще в жанре королевской битвы, оказалось неожиданностью. Впрочем, удивляться было просто некуда. Первые слухи о новом проекте появились за несколько дней до официального анонса, сразу после которого игра вышла в релиз. Подобный ход был осознанным решением создателя Epic Launch. По словам исполнительного продюсера Respawn Entertainment Дрю Маккоя, пусть игра говорит сама за себя. И правда, что может быть хуже новости на Scope UA, поэтому вместе с третьей части Titanfall мы делаем бесплатный шутер с лутбоксами. Разве что анонс подобного проекта для мобильных устройств. Как бы ни было, подобный финт себя полностью оправдал. На волне ажиотажа, поднятого столь неожиданным релизом Apex Legends, сумел собрать критическую сумму массу игроков, решив взглянуть на новый шутер. И шутер оказался весьма неплохим. И на данный момент рекорд одновременно находящийся в игре пользователей равен 2 миллионам. И, судя по всему, это далеко не предел. В любой королевской битве два основных правила. Служащийся и наносящий повреждение круг не дает сидеть на одном месте. Неуалимо сталкивая игроков друг с другом. А в конце раунда должна остаться лишь одна команда. На эти непоколебимые основы жанра Apex Legends не покушается, но довольно смело экспериментирует с другими. Самое заметное — это наличие различных героев, или, как их называют, легенд. Каждый персонаж имеет уникальный внешний вид и уникальные же навыки и умения. Прям какой-нибудь моба или в Overwatch. Способности по 3 на каждого. Одна пассивная, одна активированная и, наконец, финальная, особо важная, которую привычки называют ультой. И это не очень напоминает главных героев Overwatch. За вычетом ограничений на использование оружия и снаряжения. Здесь все равны. В Apex Legends нет соло-режима, только командные схватки. На карте сражаются 60 игроков, 2 десятка команд по 3 человека в каждой. Перед выставкой необходимо выбрать персонажа для себя и дождаться, когда это сделают товарищи. Причем двух одинаковых легенд в команде быть не может, а тактике на горящий бой стоит задуматься уже тогда. Всего карт 9, несмотря на довольно скромные размеры, 4 из них размером с Battle Royale, а 5 размером близких к обычным многопользовательским. Тех, кто ждал Титанов из Titanfall, ждет разочарования, техники в игре нет совсем. Да и не нужна она. Персонажи довольно резко бегают, поэтому смерть за пределом круга случается очень редко. Высадка на поле боя традиционна для жанра. Десантирование с большой высоты, которое позволяет долететь почти до любого места на карте. Ну, а дальше начинается уже знакомое веселье. Лихорадочный поиск хоть какого-то оружия, пересадка с теми, кто высадился рядом, определение границ служащего кольца и планомерное движение в сторону безопасной зоны вместе со сбором ценного лута, убивать всех встречных или прятаться до последнего, выбор за вами. Гибель одного из союзников не приговор. Во-первых, пока он не истек кровью или его не добили враги, товарища можно реанимировать. Во-вторых, даже если это не удалось, то уставшийся в живых есть целых 1,5 минуты на то, чтобы понять трупость знамя. Его можно отнести к одному из маяков Возрождения, где погибший вернется к жизни. Понятно, что лучше действовать уже с сыгранной командой, используя голосовую связь. Но и матчи с рандомами в союзника тоже могут быть весьма удачными. В Apex есть отличная система меток, которая помогает понять даже молчунов, которые предпочитают не пользоваться микрофоном. В королевской битве, как таковой, уже давно никого не удивить. Но у Respawn Entertainment каким-то чудом это получилось. На самом деле, никакого чуда здесь нет, а есть грамотный подход к делу, как непосредственно разработчиков, так и тех, кто отвечает за продвижение и рекламу проекта. Последним все ясно. О поводах и последствиях внезапного релиза без предварительной ласки мы уже говорили, но только на этом ворваться во всевозможные топы не получится. Истинная причина — успешное совмещение популярных трендов и практически безупречное техническое исполнение. Все уже устали от бесконечных бета-тестов, заранее доступ к которым порой предлагают выложить немалые деньги. Здесь же нам совершенно бесплатно дают отшлифованный до блеска продукт. Бери и пользуйся. И справедливо как для геймплея, так и для всяческих сопутствующих аспектов. Наличие много качественных скинов, добиваний, вывесок со статической и прочих приятных украшательств. Лутбоксы можно приобрести за реальные деньги, пока это единственный вид доната. Понятно, что бесплатность игры тоже положительным образом влияет на ее популярность. Единственная серьезная проблема
Это периодически вылеты из игры, прямо посреди матча, но это решаемо и, возможно, связано с нерассчитанной на столь большие нагрузки сетевой инфраструктурой. Вряд ли разработчики ожидали такого успеха. И таким образом, лично мне в Apex больше всего импонирует то, что играть банально удобно. Интерфейс, кинооружие и персонажи радуют глаз. Системные требования очень демократичны, а картинка, несмотря на лежащий в основе Titanfall, Inch, старичка Source, выглядит весьма симпатично. Управление лаконично и понятно даже новичкам. К примеру, автоматическая установка модификации оружия и снаряжения позволяет сохранить высокую динамику матчей. Система меток и сообщений – отдельный разговор. Такого простого и приятного в использовании средства коммуникации со случайным союзником я еще не встречал. А теперь давайте поговорим немного о плюсах и минусах. Плюсы — это умелое добавление ключевых элементов популярных жанров в королевскую битву, удобство управления и коммуникаций, приятная графика, отшлифованный игровой процесс, разнообразие персонажей и их умения. Минусы — немногочисленные баги, невозможность подключиться к матчу после вылета из игры. И следующий ролик подошел к концу. Спасибо огромное вам, ребята, если досмотрели до конца. Также рекомендую подписаться на канал, поставить лайк и не забыть про колокольчик. Кроме этого, у меня есть еще телеграм-канал и сообщество ВК. На них тоже можете подписаться. Ну все, всем пока, желаю вам удачи, встретимся в следующем ролике. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate